Небо сегодня голубое, вокруг прекрасная архитектура, и сразу понимаешь, что ты в Одессе. И вот еще потому, что кто-то кого-то подрезал. Сегодня 12 августа 2025 года, и всем привет из многими любимой Одессы. Не успела начать снимать для вас видео, я как раз стою вдоль дороги, а здесь уже водители и нарушают, и подрезают друг друга. Сложно с вождением в Одессе. Очень часто люди, когда к нам приезжают с других регионов и городов Украины, говорят, что чтобы у нас водить машину, нужно иметь хорошую реакцию и быть очень внимательным водителем. В последние дни тихо и спокойно в городе, практически нету тревог. Ночью, наконец-то, мы хоть немного высыпаемся, набираемся сил, потому что до этого это был просто какой-то кошмар. Поэтому, встречая на улицах одесситов, уже видно, что у них настроение получше. Сразу чувствуется, что я в историческом центре города, потому что ездят экскурсионные машинки и возят туристов. И посмотрите, они забиты. Везли целую полную машинку людей на какую-то интересную экскурсию. Несмотря на то, что нету тревог, все равно ежедневно у нас появляются какие-то новости, которые никак не делают нас счастливее и радостнее. Но я думаю, об этом немного попозже расскажу. А сейчас хочу все-таки начать видео с позитива и показать вам действительно очень красивое и интересное место в Одессе. Надеюсь, я сейчас туда попаду. Здесь такой замечательный домик, такой замечательный балкончик, что кажется, что там сейчас выйдет с комнаты на него какая-то принцесса из диснеевского мультика. И снова поехала экскурсия. Пока иду в место, которое вам хочу показать, как раз прохожу какое-то заведение с велосипедами. Такое оно здесь достаточно давно существует. Раньше всегда, когда проезжала, замечала его. Класс, посмотрите, какой декор. Шахматы, пластинки. Очень красиво. Вот это кафе называется Гоголь-Моголь. Слышала о нем, но никогда здесь, честно, не была. Декор алкогольный немножко. Почему я не уверена, что смогу вам показать еще место, в которое мы с вами идем, потому что там кодовый замок. Одесса — богатейший город, всегда был, есть и, наверное, будет. Поэтому в Одессе много очень красивых парадных. И сегодня в одну из таких мы идем. Вот, пожалуйста, исторический центр города. Поражает каждого, кто сюда попадает. Не зря сюда сразу везут экскурсии, потому что действительно интересно здесь прогуляться. Это дом Фальцфейна или другое название — дом с двумя атлантами. Часто посещаемое место в Одессе, и многие его знают. Очень узнаваемое здание. Смотрите, как все красиво сделано. Ну, а мы идем дальше, потому что это не пункт нашего назначения, и я немного отвлеклась и засмотрелась. А вот, в принципе, есть на нем и табличка. А вот, собственно, место, в которое мы с вами пришли. Это очень красивая парадная в Одессе. Сейчас более подробно ее покажу и о ней вам расскажу. Это здание имеет название Дом Шемякина, но известно оно тем, что здесь когда-то жил известный офтальмолог Владимир Петрович Филатов. Итак, самое сложное. Чтобы попасть в парадную, нужно дождаться, чтобы кто-то вышел, и вижу, все продумано. Здесь даже есть скамеечки, на которых можно посидеть и дождаться своего, так сказать, звездного часа. Как раз проезжала машинка и увидела, что здесь Мерседес с номерами «Мечта». Мне повезло, я сюда попала в одну из самых красивых парадных в Одессе. Буду говорить тихонько, чтобы не нарушать покой жильцов. И нас сразу
приветствует такое слово «сальва» с итальянского в переводе «я приветствую тебя». Я давно знала и слышала об этом месте, но мне захотелось заехать сюда лично и показать его вам, да и самой посмотреть, потому что действительно здесь интересно. Дальше я вам расскажу, как же в Одессе появилась такая необычная парадная. Эти часы, которые я вам показываю, сделаны из индийского красного мрамора и всегда показывают одно время – 7:40. На них еще есть надпись «Момента мори». Она обозначает, что время быстротечно. Видите, 7:40, и вот написано «Момента мори». Здесь сделано все с такой изюминкой, с талантом, и очень важно обращать внимание на детали. Посмотрите, картина нарисована, это уже одесский двор. И посмотрите, маленькая стирочка вырезана из ткани. Куда же без евреев? Стены подъезда больше напоминают художественную галерею. В работах переплетается древнеримская и одесская тематика. Инициатор создания всей этой красоты – мистер Джерри. В этом доме он родился, затем долгое время путешествовал, жил за границей, и в конечном итоге судьба снова вернула его в Одессу, в отцовский дом. И, ужаснувшись плачевным состоянием парадной, он принялся ее облагораживать. Считаю, что мистера Джерри можно считать образцом для подражания, и если бы каждый так любил свой дом, все дома в Одессе выглядели бы совершенно по-другому. Здесь обращают внимание, что на поддержание красоты красота требует жертв, и жертвы здесь. Сейчас я сниму видео, и мы обязательно сделаем пожертвование. Картины. Какие двери, посмотрите, какие двери. Действительно уникальное место. Какая лестница. Не каждый день в такое попадешь. А потолок, посмотрите, он стеклянный. И там наверху есть бабочки, сейчас пойдем выше. С этой стороны совершенно другая дверь. Все в картинах. Вижу рисунки нашего города. Вот какие картины. Ах, Одесса, жемчужина моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Посмотрите, какой здесь потолок. Мне еще нравится, что эта парадная очень светлая. Я в восторге. Очень красиво. У меня парадная попроще. Смотрите, какая лестница. У меня аж голова закружилась. Ну, раз красота требует жертв, значит, за нее надо платить. Жертвую здесь, ну, мы тоже пожертвуем. Пусть здесь людям хорошо живется. Вот так вот. Все. Чтобы была красота, и мы могли приходить и ею любоваться. Спускаемся. При выходе еще одна интересная надпись. Здесь написано «Casa Stella della Fortuna». Это обозначает, что дом под счастливой звездой. Ну что ж, я вам показала такое замечательное место. Если кто-то решит его посетить, то, пожалуйста, с уважением относитесь к жильцам, ведите себя тихо. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя там ничего портить. Иду по улице, а здесь весь балкон, посмотрите, порос виноградом. И не просто виноградом каким-то декоративным, а здесь, посмотрите, гроны винограда. Можно собирать урожай и делать вино, вот серьезно. Это, по-моему, как раз тот сорт, который подойдет для домашнего вина. Смотрите, все виноград.
Позитив позитивом, но все вы знаете, что мы живем ежедневно в городе, в котором война, в стране, в которой война длится уже не 1 год. И у нас часто происходят ужасные события. Одно из таких случилось на днях. Многие из вас почему-то под нашими видео о нем написала, поэтому я все-таки коснусь этой темы. Пригрело солнце, все рванули на пляжи, все соскучились за отдыхом в Одессе, в Одесской области, по нашему морю. Оно сейчас так прогрелось, белый чистый песок, вот это замечательное море. Все поехали плавать, купаться, и все забыли о запретах. И буквально пару дней назад в Затоке и в Карлино-Бугазе случилась страшная беда. На минах подорвались люди. На самом деле это страшнейшее событие, и каждый это понимает. Мои соболезнования родным и близким погибших. 30 пляжей официально открытых в Одессе, 1 в селе Приморское Измаильского района и 1 пляж в городе Черноморск. Все остальные пляжи считаются непригодными для отдыха. Скорее всего, не то, что непригодными, а небезопасными. Поэтому нужно быть очень осторожными, посещая их, потому что видите, какие последствия могут быть. Скажу вам честно, мы из тех людей, которые любят больше отдыхать за городом. Мы считаем, что там чище море, чище пляжи, и там действительно можно оздоровиться. И мы вот недавно были на даче, мы тоже ходили на пляж, на курорте, который не в списке официальных пляжей, открытый для отдыха. Мы там были крайне осторожными. И почему нет видео, где мы купаемся? Потому что мы практически не плавали в море, а заходили на глубину 10 сантиметров и по пляжу даже боялись ходить. И, наверное, если бы событие, то, которое произошло в Затоке, произошло тогда, когда мы были на даче, мы бы, наверное, вообще на пляж даже не пошли, потому что мы понимаем, что море может вынести мины в любые места, и особенно если эти места дикие, там нет людей, то опасность выше. Сейчас просто везде начали всех предупреждать снова об опасности на пляжах. Ну, и вы понимаете, почему это начали делать. И мне хочется каждому напомнить, что не нужно игнорировать эти предупреждения, ведь это все не просто так. И сами видите, что может случиться. Очень хочется верить, что больше таких случаев не будет. Хоть как бы мы ни пытались все беречь себя, видите, война вокруг, и последствия этой войны сохранятся еще на долгие годы. Я всем желаю хорошего дня, берегите себя и своих близких, и, конечно, до встречи в следующем видео из Одессы. Благодарим вас, что вы всегда остаетесь с нами, это очень ценно для нас. Пока-пока.